Всем привет! Сегодня я к вам с новогодним тортом. Каждый год я вам предлагаю какой-то новый новогодний тортик. В этот раз делаю панчо с шоколадным бисквитом, умопомрачительным вкуснючим сметано-творожным кремом и с киви. Попробуйте, простой тортик, у каждого получится. С наступающим Новым годом! На воде растительном масле на 5 яиц я делаю. И первое, что я делаю, это 100 грамм шоколада 70%, смешиваю с 50 граммами сливочного масла, растапливаю и вот даю немножко остыть, чтобы приступить уже к самому тесту. 5 яиц и 1,5 стакана сахара, это 240 граммов. Взбиваю в хорошую пышную белую массу. Когда масса побелела, добавляю растопленный шоколад 100 граммов. Это ровно шоколадка, но берите обязательно 70%, не меньше шоколада. И граммов 40-50 сливочного масла. Перемешиваю до однородности. И еще добавляю 2 столовых ложки какао. Я люблю, когда бисквит прям шоколадный получается. Почти сразу же, вот через несколько секунд, добавляю растительное масло 100 мл и начинаю вводить муку. Муки всего я готовлю 500-550 граммов. Ввожу сначала половину муки, затем разрыхлитель 10 граммов 1 пакетик и начинаю потихоньку добавлять воду комнатной температуры 250 миллилитров. Тесто сейчас стало уже густым, вода его сейчас разбавит. И затем добавляю всю оставшуюся муку, смешиваю до однородности. И вот такое вот тесто должно получиться, вот оно хорошо так тягуче спадает, это хорошая консистенция теста. Я сегодня использую вот такой обычный одноразовый противень. Его смазала растительным маслом совсем чуть-чуть. Выливаю тесто. Так как мне не важна, какая форма у бисквита будет, так как буду резать на кусочки, поэтому я вот решила сегодня самый ходовой противень использовать. Но вы можете также и в круглой форме бисквита, которую обычно используем. То есть здесь это сейчас не важно. И ставлю в хорошо разогретую духовку 180 градусов вверх-вниз на 1 час. А вообще просто проверьте зубочисткой. Должно быть сухой бисквит пропеченный. Пока выпекается бисквит и остывает, готовлю крем. Я готовлю с сыром маскарпоне. Вы можете взять крем-чиз Филадельфия, творожный крем, то, что вам доступно. И я смешиваю со сметаной крем. Я беру полкилограмма сыра маскарпоне и полкилограмма сметаны. Вот всего на торт я делаю килограмм крема. Вот 500 граммов маскарпоне я смешиваю со стаканом сахара. Это примерно 200-190 граммов. Обязательно добавляю ванильный сахар, причем даже добавляю 2 пакетика по 10 граммов. Я люблю, когда ванилью хорошо пахнет. Иногда даже использую пару капель ванильного экстракта. Вот сегодня у меня его не оказалось, ну, значит, обойдемся ванильным сахаром. Взбиваю до однородности, не перебиваю сильно, чтобы не превратилась масса в масло. Добавляю сметаны, полкилограмма, как я уже сказала, и сметану я беру не меньше 20%. Крем не должен быть жидким. И этот крем вот за 2 минуты делается, потому что нужно просто все смешать в однородность. И, конечно, обязательно добавляю коньяку или бренди. Добавляю 3 столовых ложки. И все еще раз хорошо перемешиваю. Коньяк дает потрясающий вкус любому крему. Все, крем готов. Он немножко сейчас кажется жидковатым, но я его поставлю в холодильник и буквально полчаса, пока остывает бисквит, и я подготавливаю киви и форму, он уже стабилизируется. Подготовила, вот беру форму той формы, которая у меня будет торт. Вот он будет потом вот таким вот круглым. Положила сюда пищевую пленку, чтобы потом форму не сломать. Киви почистила, нарезала кругляшочками, подготовила и складываю по стенке формы. Вот такой вот получается антураж.
Бисквит я нарезаю на кубики. Вот разрезаю вот так полосочками и здесь тоже делаю вот такие вот полосочки. Все края я обрезала, чтобы они не были в торте, чтобы они такие хрустящие, а мне не нужен этот хруст. Нарезаю на кубики и складываю в этот же вот противень, в котором выпекала. Бисквит очень-очень нежный получился, прям нежнейший внутри. Прям вот в противень, куда нарезала кусочки, чуть-чуть не заливая, но немного пропитываю бисквит. Молоко комнатной температуры. Можно в молоко положить какой-нибудь ликерчик, Бейлис, кокосовый, если любите кокосовый, тоже здесь будет вкусно. Но мои не любят привкус вообще даже кокоса, поэтому я не кладу. Ну вот так, без фанатизма. Бизе. Как я уже сказала, бизе. Сейчас сломаю. Вот на такие вот кусочки ломаю тоже, чтобы положить в торт. Я очень люблю добавлять бизе в торт. Со сметанным творожным кремом. Потрясающее всегда сочетание, да и с масляным тоже. Поэтому, если у вас есть возможность купить или сделать самому бизе, то обязательно кладите в торт. А вообще по рецепту панчо в бизе в торт не идет. И теперь уже собираю торт. А вот эти вот кубики я обмакиваю в крем. Самое удобное делать, можно, конечно, тесто выложить, бисквит, и полить кремом. Но тогда не так будет хорошо и сильно пропитанный бисквит именно в креме. А я люблю, чтобы было все пропитано хорошо. Поэтому я каждый кусочек обмакиваю. Это занимает больше, конечно, времени. Но что делать? Нужно же, чтобы было еще вкусно. Выкладываю. Вот выложила первый слой. Кладу сверху бизе. И немножко вот как бы вот так вот прижимая. Но вы помните, что бизе это моя отсебятина. На бизе поливаю крем обязательно. Крем он достаточно сейчас жидкий из-за сметаны с сахаром. Но это все вместе в холодильнике, в торте схватится и будет замечательно. Кубиками небольшими порезала киви. Одним слоем в середину раскладываю порезанный киви. Сверху опять слой бисквит с кремом. Вот этого количества продуктов, которые я делаю сегодня, это вообще на 2 вот таких вот маленьких торта. Либо на 1 большой. То есть имейте в виду, что это на большой торт. То, что вы сейчас видите, это один из 2 тортиков, которые я делаю. Сверху опять бизе. Немножко вот так, не бойтесь прижать, утрамбовать. Поливаю опять же кремом. И теперь последний слой бисквит с кремом. И торт обязательно надо поставить на ночь. Стабилизироваться, и чтобы он застыл и принял форму. Я накрываю вот прям вот этой вот пищевой пленкой и ставлю в холодильник на ночь. После ночи достаю, убираю целлофан, накрываю сверху блюдо, на котором торт будет находиться, и быстро переворачиваю. Снимаю форму. Потихоньку, не надо торопиться. Снимаю весь целлофан. И теперь украшаю, вот у меня смородина. Украшаю смородиной. Я хотела, чтобы были красные ягодки. Там, где есть место, вставляю ягодки. Все, вот такой вот тортик получается новогодний, и он очень вкусный. Крем в этом торте просто бомба. А сочетание вот с кислым, с кисло-сладким киви, немножко смородины будет попадаться. И вот этот вот крем и бисквит шоколадный. Почему я добавляла еще и какао, не только шоколад, но и какао, что вот шоколад, он очень сочетается и с этим кремом, и с фруктами кисло-сладкими. Делайте вот такой вот тортик с наступающим Новым годом, с наступающими праздниками. Пусть в ваших домах будет любовь, счастье, мир, свобода и все то, что вы пожелаете. Ну и, конечно же, здоровье.
С наступающим Новым годом! Подписывайтесь на мой канал, не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.